Когда Алексей Кузьмин вернулся в хутор Тихоречье после 4 лет службы на суровых северных границах, он чувствовал себя не солдатом, а беглецом из собственной жизни. Он не знал, что ждет его дома, но письма, которые он находил в своих вещах в военной части, все чаще были официальными, о перераспределении, надбавках, увольнении. Не было лишь писем от Софьи. Молчание от дочери, которой он доверил свое сердце, мучило сильнее любой военной тревоги. Хутор встретил его сухим ветром, запахом прелых трав и редким лаем собак. Калитка заскрипела, когда он шагнул на двор. Первое, что он услышал, был сдавленный детский плач. Не в доме, а за ним, из старой овчарни, где когда-то его жена прятала овец от грозы. Он бросился туда и, откинув тяжелую деревянную дверь, увидел свою дочь Софью, свернувшуюся в соломе, с лицом испачканным в пыли. Перед ней с ремнем в руке стояла Вера, женщина, которую он однажды назвал надежной. «Ты бесполезная. Хочешь есть? Слушайся!» — кричала Вера. Софья только закрывала голову руками, не издавая ни звука. Алексей вошел медленно, но каждое его движение было как гром. Девочка увидела его и замерла. «Папа?» — хрипло спросила она. «Я здесь», — сказал он спокойно, но внутри него все горело. Он поднял дочь на руки, почувствовав, как она дрожит, и впервые за много лет его глаза заслезились. Вера запнулась, заметив его взгляд. «Алексей, я только воспитывала ее. Она такая своенравная». Но он не ответил. Его молчание было страшнее любого крика. Он вышел через двор с дочерью на руках, а тишина, которая воцарилась в хуторе, казалась слишком громкой. В местном медпункте доктор Наталья осмотрела девочку и, не сдержавшись, воскликнула: «Это издевательство! Ссадины зажившие и свежие, синяки на спине, на ногах. Она не ела днями». Алексей сжал кулаки. Ему казалось, что он предал дочь своим отсутствием. Ночью он достал письма Софьи, которые нашел в вещах покойной жены. «Папа, тетя Вера сказала, что ты не вернешься. Я надеюсь, она ошибается». Читалось в одном. «Папа, у меня нет подушки. Когда рассказываю, что страшно, меня наказывают». В другом. Он перечитывал их раз за разом, как молитву. Утром Алексей пошел в полицию с медицинским заключением и фотографиями побоев. Дежурный лишь почесал затылок. «Понимаете? Вера — сестра заместителя главы района. Вы не сможете ничего доказать». Алексей посмотрел ему прямо в глаза. «Тогда я сделаю так, что никто не сможет отвернуться». На помощь пришла Каролина Дмитриева, бывшая учительница Софьи, которую Вера подставила 2 года назад. «Я видела ее синяки, пыталась помочь, но Вера обвинила меня в воровстве. Я готова рассказать правду в суде», — сказала она, держа на руках свою маленькую дочь. Алексей начал собирать доказательства. Попросил соседей подтвердить, что слышали крики, достал распечатки переводов из социальной службы. Выяснилось, что Вера 4 года получала выплаты на ребенка, которого официально считала сиротой, утверждая, что отец погиб на службе. Деньги тратились на поездки, одежду, косметику. Софье доставались объедки. На суде прокурор представил аудиозапись, где Вера угрожала девочке. «Еще раз пискнешь о папе, пойдешь спать на улицу». Когда включили запись, в зале повисла ледяная тишина. Защитник Веры твердил, что строгое воспитание не является преступлением. Но банковские выписки говорили иное. Вера, одетая в аккуратное светлое платье и с безупречной укладкой, даже в суде пыталась улыбаться. Но когда прокурор начал зачитывать показания докторов и Каролины, ее лицо побледнело. Судья огласил приговор.
12 лет лишения свободы, без права на УДО. В тот момент Алексей впервые за долгое время почувствовал, что дышит полной грудью. Софья ждала его у суда. «Ты больше не уйдешь?» — спросила она. «Никогда», — ответил он. Алексей понимал, одной победы в суде мало. Он захотел создать для детей хутора место, где каждый будет услышан. Вместе с соседями он починил старый сарай, заменил сгнившие доски, сделал парты из досок, натянул брезент для крыши. Первое занятие прошло под летним дождем. Софья встала перед ребятами. «Меня зовут Софья. Раньше я жила с овцами, теперь с книгами». Дети рассмеялись, а Алексей почувствовал, что они на верном пути. Через несколько дней в хутор приехал Семен, сын Веры, которого она бросила в приюте. «Я не хочу ничего требовать, лишь хотел увидеть сестру», — сказал он. Софья сделала ему брелок из дерева с буквой «С». «Не теряй его», — сказала она. Семен, привыкший к презрению, впервые почувствовал, что его здесь ждут. Семен начал помогать Алексею, чинил крышу, варил кашу детям, приносил воду. Вместе они открыли фонд помощи детям хутора. Люди приносили крупу, старые книги, одежду. Алексей отмечал на карте каждый дом, где жил ребенок, которому нужен был друг. На открытии нового учебного года Софья спела старую колыбельную, а Алексей сказал: «Для солдата нет ничего больнее, чем увидеть, что его ребенок жил как мусор. Но сегодня мы показываем, что даже выброшенный ребенок может учить других любви». Вечерами Алексей сидел на крыльце с дочерью и Семеном. Они обсуждали планы, строили новые скамейки, читали книги вслух. Иногда приходили другие дети, те, кому тоже было страшно спать в одиночестве. У костра они делились историями, которых никогда бы не рассказали взрослым. Алексей понимал, именно здесь, в этих разговорах, начинается их новая жизнь. Когда жители хутора увидели, что школа в старом сарае действительно работает, они начали приводить своих детей, даже тех, кто боялся людей. Алексей не брал ни рубля. На входе висела табличка «Учимся вместе. Цена — доверие». И это стало правилом. Софья научилась не бояться темноты. Семен — доверять людям. Алексей — верить, что есть сила сильнее несправедливости. Они вместе доказали, если взрослый не боится стать опорой, никакая тьма не поглотит ребенка. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.